Итак, нам предстоит, дорогие тельцы, выбрать карты для начала, да? Вот смотрите, я вам хочу показать, какие карты у меня есть. Вот эту колоду «Венский сецессион». Я не предлагаю для гадания, хочу просто показать, рассказать, что такие карты у меня есть. Это ограниченный выпуск, лимитированный всего. Это переиздание карт, по-моему, начала 20 века, там 1905 или 1907 год. Всего 3000 экземпляров. У меня они понумерованы, у меня вот где-то есть номер даже, в общем, к ним прилагается паспорт. Очень необычные карты, гадать на них затруднительно, потому что эту колоду художница известная создала не для гадания. Здесь она скорее пересказала в картах. Вот он паспорт. 2810 мой экземпляр, 2810. Но все равно это карты. Художница здесь скорее, вот, например, на старших арканах изложила свои сценки из своей жизни, передала, видно, самые запоминающиеся, свои какие-то, может быть, детские впечатления. Вот. Карты создавались с какими-то общественными целями. Сбор от продажи, например, шел куда-то какой-то детский дом или какой-то еще там приют, не знаю. Вот они, эти карты, Венский сецессион. Обязательно мы по блату именно тельцам погадаем когда-нибудь на них, когда я с этой системой разберусь. А сегодня я для гадания предлагаю самые разные колоды, их тоже очень много есть. Такие крупные какие-то карты, вот такие вот. Вот. Гигантские, есть обычного формата. Почему я вас привлекаю к этому процессу? Мне хочется, чтобы мы карты выбирали вместе. То есть буду выбирать их, конечно, я, но все-таки как будто в вашем присутствии. То есть я ощущаю ваше желание, ваши вибрации. Вот такой вот есть оракул, тоже очень интересный. Но тоже сложный, достаточно для толкования. И так, я рассматриваю. Таро царские есть. Я думаю, многие колоды, постоянные зрители уже видели. Таро кошачий глаз есть. Потом есть у нас еще таро цветов. Мои любимые карты. Есть классического формата Кроули. Есть просто классическое таро. Есть супер классические карты Уайтом. Есть тоже одни из моих любимых. Вот испанская. Давайте мы сегодня возьмем испанское. Они мне очень легли в руку, тем более здесь оказался сверху туз пентаклей. Это то, что мы, тельцы, особенно любим, да, самая крупная денежная карта в колоде. Ну и многие-многие другие. Здесь есть еще карты. Такой умеренный Ленорман, Марсель. Вот. Некоторые карты, видите, в неприглядном, непристойном виде, потому что очень сильно запользованные. Есть редкие, которые я берегу, потому что, по-моему, больше их нигде не купить. Вот, например, это карты Таро с средневековыми гравюрами. Очень интересный формат, и у них очень своеобразная энергетика. Я их называю злые карты. Есть карты с иллюстрациями по мотивам картин художников-импрессионистов, которых я очень люблю и никак не соберусь писать картины в этом духе, в жанре, в стиле, простите, да. Есть вот такие новые на Таро и много-много еще. Занимаю ваше время, знаете, не просто так, а как раз это вообще не в моих интересах и не в моих правилах. Я настраиваю вас на гадание, потому что
Хочу, чтобы в этот раз все было без суеты, чтобы все было очень-очень серьезно. Мы с тельцами, вот наша тельцовская аудитория такая серьезная, такая красивая. Тельцы считаются красивыми людьми. Венера, покровительница тельцам и женщинам, и мужчинам, дает какую-то особую стать, какую-то особую, ну знаете, такую достойную и при этом чувственную внешность. Обращали внимание, да, вот это вот видно всегда. Я настраиваюсь на гадание вместе с вами просто. Вот и все, вот и все. Так, значит, мы выбрали испанское таро, Spanish. Очень хорошие карты. И в чем оригинальность выбора моего? Вот в этой колоде, видите, какая она толстенькая, да, какая-то такая толстая колода, подозрительно. Кажется, что две, но это действительно отчасти так, потому что в этих картах у меня два набора старших арканов. Два набора старших арканов, а это значит, что два колеса фортуны, две карты влюбленные, а это значит, что у нас как минимум в 2 раза повышаются шансы вытащить что-то хорошенькое для себя. И математически возникает возможность в одном гадании достать 2 совершенно одинаковые карты. И представляете, как это будет выразительно, как это будет четко, да, с какой-то особенной гарантией. Вот поэтому нормальный стол. Вот поэтому эти карты для тельца. Ну что ж, мы начинаем. Давайте сначала подумаем о работе. Что вы ждете от своей работы, от бизнеса и вообще, как вы хотите в профессии реализоваться. Может быть, вы что-то хотите придумать, выступить с рационализаторским предложением. Может быть, вы хотите карьеру, новую должность получить. А может быть, наоборот, уволиться. Все бросить и уйти на какой-нибудь фриланс. Ну или уехать жить на далекие острова. Не знаю сейчас, насколько это технически возможно. 3 карты на работу для тельца. Карта номер 1. Хорошая, надеюсь? Ох, очень, очень, очень хорошая карта. Эта карта, друзья, умеренность. Она называется буквально так, я вам покажу. Умеренность, сама карта – это воплощение добродетели и праведных трудов. Она говорит, что на работе вы почувствуете призвание и почувствуете себя очень на своем месте. Может быть, кто-то найдет, наконец, призвание, кто еще не нашел. Эта карта обещает и новую работу, естественно. Если она у вас образуется, то будет она очень-очень серьезной. Она будет у вас надолго. И вы ни разу, ни в коем случае не пожалеете о своем выборе. То есть выход на работу здесь у вас соседствует с избранием какого-то нового и очень торжественного, благородного и счастливого жизненного пути. Карта умеренности обещает всегда только хорошие вещи. Это может быть, да, вступление в новую должность, но не просто, знаете, вступить, чтобы вступить, да, чтобы похвастаться перед друзьями и родственниками. Нет. В этом случае новая должность откроет для вас вашу новую душу. Она вас переродит. И вы будете заниматься этим делом с большой отдачей и долго, и с большой ответственностью, да, ощущая бремя. Ну, на большой должности всегда какое-то большое бремя. Карта умеренность дает советы тельцам быть умеренными в работе, в профессиональных каких-то планах и делах. Двигаться нужно будет
по чуть-чуть, последовательно, очень спокойно. Эта карта просит не торопиться, все обдумывать и при этом быть настойчивыми. Вот представьте, как это совместить. С одной стороны, не торопить события, то есть не пробивать головой стены, а с другой стороны, и не отступать при появлении каких-то мелких препятствий. Карта умеренность просит тельцов быть щедрыми душой и к работе, или к бизнесу, или к творчеству своему относиться бескорыстно. Карта эта почти исключает алчность, то есть, строго говоря, алчностью все добрые вибрации умеренности забиваются, уничтожаются, нивелируются, понимаете, да? То есть и хорошо, но это и очень ответственно, вот так. Начало чудесное. Я лично рада, все рады быть счастливыми на работе, правда? Вторая карта для тельцов на работу. Не зря в начале он переворачивался. Вот видите, как мы правильно выбрали с вами колоду, да? Я увидела сверху туз пентаклей. И поэтому эти карты с нами, да, туз пентаклей выпадает нам. Это тоже ворота в новую жизнь. Туз пентаклей описывает вашу работу как работу с очень высоким КПД, коэффициентом полезного действия. То есть любое ваше усилие влечет большой какой-то серьезный результат. Туз пентаклей часто описывает уже не саму работу, а плоды. Это то, что она приносит. Ну, плоды разного уровня, как правило, материальные. То есть это большое вознаграждение за вашу работу. Это может быть и новая работа ваша с какой-то очень большой зарплатой, но тоже не случайной, да? Просто так ведь это не могло свалиться. Новая работа с большой зарплатой – это потому, что у вас хорошие записи в трудовой книжке, у вас правильный послужной список и так далее. Туз пентаклей обещает открытие собственного бизнеса, достаточно большого, возможно, с привлечением больших инвестиций, чужих даже. То есть здесь эта карта описывает самую непосредственную связь вашей работы и денег, вашего финансового состояния. Видите, как оно все сходится в одном месте, да? Ну, просто мечта. Работа приносит счастье, удовольствие, и в то же время работа или бизнес приносят деньги. Тузы все это единички, они описывают, конечно, что-то такое крупное, внезапное. Это не просто ваше плавное вхождение в, допустим, в новые заработки, в новую работу. Это все-таки неожиданность, это то, что можно назвать чудом. Поэтому я предполагаю, что все тельцы, каждый телец в июне дождется того самого дня, когда в профессиональной жизни, в работе, в карьере раз и все развернется на 180 градусов. Все очень-очень резко поменяется к лучшему. Понимаете, да? Потому что тузы – это ах всегда. Это ах, это возможности. Это не постепенно, хотя это тоже очень хорошо. Туз пентаклей, ну, какие советы дает? Естественно, карта очень масштабная, поэтому чем масштабнее вы мыслите, чем, опять же, щедрее и, ну, как-то не мелочно, да, не мелочно нужно смотреть на работу. Важно не мелочиться. Ну, тот же новый бизнес, например, затевать с размахом, не жалея сил, средств. То есть вот просто закидывать, как в топку, все, что есть, чтобы это окупилось, чтобы это привлекло потом к вам успех. Вот. И туз пентаклей, знаете, он иногда переворачивается, он снова тоже
просит не жадничать, кстати, тоже. То есть он тоже не любит алчных людей. Хотя карта сама по себе денежная и вроде бы как алчная, но туз пентаклей говорит, что всегда предупреждает, что о том, что деньги иногда приходят без счастья. Если вы будете думать только о деньгах, то Вселенная вам их даст, и, возможно, много, но отберет счастье. Поэтому работайте так, как будто бы, знаете, есть же такое выражение: танцуй так, как будто на тебя никто не смотрит. И вот туз пентаклей здесь говорит: работай так, как будто тебе вообще не нужны деньги. Понимаете, да? Ну и третья карта. Очень боюсь спугнуть удачу. Кстати, знаете, вот старая примета есть в теории Таро. После появления туза пентаклей не гадают дальше. То есть все, собирают карты, накрывают стол, закрывают скатерти, не гадают дальше, чтобы не спугнуть птицу удачи. Но это будет некорректно, если я вас здесь собрала, да, и остановилась. А вы можете, кстати, просто не смотреть дальше это гадание. Если вы верите в эту примету, то вы можете просто остановить видео и дальше уже не смотреть. И тогда, ну, может быть, для вас как бы в частном порядке эта история сработает. А мы все-таки продолжаем. Третье. Я очень боюсь сейчас испортить вот эту картину чудесную. Да? Потому что карты обещают как бы все. Даже то, о чем вы и мечтать не можете. Третья карта для... Ну что ж, тоже очень неплохо. Тройка жезлов выпадает тельцам. Тройка жезлов – это карта энтузиазма. Здесь трудового энтузиазма. Карта говорит, что в июне очень много новостей, очень много событий, людей вас как будто бы подтолкнут вперед и спровоцируют на новые профессиональные подвиги. Знаете, в классических колодах Таро вот на этой тройке жезлов всегда изображается богато одетый человек. Это важно в картинках Таро, кто как одет. Богато одетый человек, который стоит уже на вершине, то есть он многого достиг, к нам спиной стоит и смотрит на такой дальний, светлый, необозримый горизонт. То есть тройка жезлов вам говорит, что вы буквально увидите, для вас откроются совершенно новые горизонты. Это может быть и новое профессиональное призвание, это может быть просто новая должность, работа, любые занятия ваши, которые вы так можете назвать. То есть это, ну, буквально шаг в новую жизнь. А мне кажется, это еще и уместно с календарной точки зрения, потому что вот тельцы, у тельцов только что прогремели, отгремели дни рождения, да, а у кого-то еще, может быть, и вот они сейчас. Я, кстати, поздравляю вас всех. Вот. А что такое день рождения? Любой день рождения – это точка открытия соляра. То есть у тельцов только что открывались как шикарные вот такие вот свежие цветы соляры, новые астрологические года. И это значит, что вы родились, вы как младенцы сейчас. Тельцы в июне, да, вот стоит об этом отдельно, наверное, программу сделать, может быть, в рубрике «Вопросы-ответы». Календарь для разных знаков, да. Потому что тельцы в июне как младенцы, понимаете, вот с точки зрения звезд, вы только что родились, вы делаете первые шаги, еще не сделано ошибок, ошибки прошлых лет забыты, они как-то аннулированы для вас, потому что каждый соляр там отпускает грехи по большому счету, да, вот, и поэтому в июне все самое необычное и самое волшебное к тельцам и должно приходить, понимаете, как к детям, Детство – это самая счастливая пора для большинства. И считайте, что июнь, каждый июнь как всегда, для каждого тельца это пора детства, счастливого. Ну что ж, работа, чудесно. А вторая тема, не менее ответственная, тоже очень волнующая, это
деньги. Мы уже немножко про деньги узнали, но более конкретно. Вот подумайте о том, что вы хотите продать или купить в июне. Может быть, вы вложить куда-то хотите деньги. А может быть, наоборот, отсудить у кого-то, вернуть свое. Задавайте картам ваши вопросы, а мы отвечаем. Итак, первая карта про деньги для Тельца. Мне показалось или нет? Умеренность, друзья. Вот, испанские тароты работают. Та-дам! Она только что была здесь. 2 набора, я предупреждала, 2 набора старших арканов. И одна из лучших карт. Умеренность дважды на работу и деньги выпадает. Дважды. Что называется, не пропустите, не проходите мимо. Снова умеренность. Да. И видите, да? Вот все, что я говорила, то есть самые абзацы выше. Что я говорила про работу, это относится и к вашим деньгам. Счастливое разрешение всех денежных проблем. Самые благополучные денежные начинания вас ждут. И вообще это начало какого-то нового финансового пути. Ох, тельцы в июне начинают богатеть, я чувствую. Кстати, этот год, ну, по разным астрологическим параметрам, должен быть для тельцов, и непременно будет, очень денежный. И вот я чувствую, что мы вступаем в эту пору как раз с июня. Да? Посмотрите, умеренность. Это доходы, это премии, это выгодные сделки для кого-то. Это, естественно, прибыли от собственного бизнеса. Это помощь, может быть, материальная, как для вас, так и с вашей стороны, кому-то. Карта предполагает вашу щедрость и говорит, что судьба, Вселенная, люди, звезды тоже будут с вами щедры. Видите, умеренность, опять же, ответственная карта. Она не просто деньги и какое-то благополучие, покой на тему денег обещает, но она еще и предупреждает, вот опять же, просит не размениваться на что-то суетное, сиюминутное, там, не считать копейки, например, не экономить, не жадничать, не забивать голову, как мы любим, постоянными вот этими денежными трудностями, проблемами. То есть вечный калькулятор, да, в голове. Вот. Поэтому она просит очень с размахом смотреть на финансовые дела. И не спорить, и не ссориться. Если кто-то даже будет вас об этом просить, а обязательно будут, да? Злодеев таких всегда много. Вторая карта про деньги. Но туза пентаклей второго мы не вытащим, потому что здесь нет второго туза пентаклей. Вторая карта на деньги. Рыцарь кубков. Ну что ж, рыцарь кубков — это человек, который помогает. Видите, он вам этот кубок протягивает, а в кубке разное же может быть, да, в кубке. Но здесь это деньги. Это какое-то денежное предложение, причем, скорее всего, от знакомого человека. Знакомого человека. Это приглашение на ту же самую денежную работу, это предложение о каком-то выгодном бизнесе, это просто предложение, ну, знаете, выйти замуж и жить на его зарплату. Рыцарь должен быть мужской персонаж. Это может быть и ваш начальник, который вдруг, заметил ваши красивые глаза и поднял вам зарплату в 4 раза. Наверное, такое где-то бывает. Ну, там, в Государственной Думе. Поэтому рыцарь кубков советует вам, естественно, тельцам слушать людей, верить в добрые намерения вот этих самых рыцарей, которые демонстрируют эти добрые намерения, потому что тельца, конечно, просто так не проведешь и не убедишь. Да? Тельцы довольно критично относятся ко всем предлагающим
И третья карта про деньги Тельцу. Ой, надеюсь, тоже хорошая. Справедливость. Справедливость. В данном случае она очень тоже хорошая. Ну, в высшем смысле, на каком-то тонком плане. Эта карта говорит, что деньги и вообще денежные энергии Вселенной будут к тельцам просто справедливы. Вы получите полной мерой сполна за то, в чем прежде жертвовали, чем прежде жертвовали, или за то, что прежде не получили. Это могут быть какие-то задержанные выплаты для вас. Вот если прежде, например, вы не получали денег, не могли с кого-то взыскать, например, денежные средства, или вдруг вам задерживали зарплату, вот. Это возвращение каких-то отложенных денег, карта описывает. А в прикладном смысле карта «Справедливость» — это документы, и говорит она, что вы будете подписывать какие-то бумаги, связанные с деньгами. Бумаги достаточно серьезные, это могут быть и кредитные договоры. Бывают же счастливые кредитные договоры, например, да, там это кредитные договоры и закладная, если вы какую-то огромную квартиру вдруг в ипотеку покупаете. Вот. И карта это описывает, ну, вот такие документарные, официальные, может быть, юридические какие-то хлопоты. И уверяет, что все будет хорошо. Наконец-то получится что-то продать или купить. В этом случае у нас будет тогда рыцарь кубков. Это покупатель или продавец. Вот так. И зарплата новая тоже будет справедлива к вам, справедлива по вашим способностям. Ой, ну а теперь любовь. Но так все хорошо, что уже, ладно, любовь не надо, да? 3 карты на любовь и личные отношения тельцам. Раз. Карта смерти выпадает. Ого! А карта смерти обещает перемены, то есть не нужно пугаться, нас всех всегда пугает это слово, да, кстати, знаете, тельцов слово смерть пугает больше, чем всех других наших соседей по зодиаку, потому что это тельцы, это 2-й дом, дом жизни в зодиаке. И вообще телец со своей покровительницей Венерой – это само воплощение жизни, жизнелюбия, жизненной энергии. Но не пугайтесь, карта смерти здесь обещает вам перемены в любви, и могут быть они же самыми счастливыми, например, конец чего-то, естественный конец чего-то, естественный конец вашего, например, затянувшегося одиночества. Конечно, это может быть и конец романа, отношений каких-то, но не внезапный и не болезненный, а такой, к которому эти отношения или даже брак очень благополучно шли. Вот подумайте, если у вас сейчас очень благополучная жизнь частная, да, романтическая, если вы хотите ее сохранить подольше, хотите, чтобы ничего не менялось, то тогда да, вам стоит немножко, ну, поволноваться, потому что что-то закончится, а вы этого не хотите. А вот если у вас, например, какой-то застойный роман есть, который не развивается, или вот опять же вот это вот одиночество нудное, уже такое надоевшее, то это карта смерти, наоборот, повод возрадоваться. Причем, знаете, вот по этой карте, это уже практика, сейчас на гадании показывает, да, по этой карте происходят всегда очень, ну знаете, вроде бы естественные, но странные вещи. Карта многим обещает новое романтическое знакомство. И это не просто знакомства, которых, может быть, там пачками каждый день они происходят, да, но это знакомство, которое принципиально меняет жизнь, которое по обстоятельствам, по какой-то своей энергетике совершенно необычное.
Да? А также эта карта, я думаю, карта смерть, может обещать новое знакомство романтическое, тоже поражающее в самое сердце людям, которые давно вычеркнули из своей жизни любовь и романтику. Вот просто вычеркнули в силу возраста, например, да? Потому что давно закружили какие-то домашние или профессиональные дела. А тут, понимаете, вон оно как. Поэтому, но смотрим карты соседние, что там будет. Теперь опять тщательно колоду перемешиваем, чтобы ни одной плохой карты не достали мы пока. И ни одной даже, ну, полуплохой, какой-то проходной или мелкой. Ох, я вдохновлена нашим июнем, а вы? Тоже про любовь. Музыкальное сопровождение. Маг. Карта маг выпадает. То опять старший аркан. Представляете, старшие арканы — это всегда крупно, это всегда серьезно, это всегда то, что меняет жизнь на каком-то, знаете, вас меняет на каком-то молекулярном уровне. Маг. Давайте рассмотрим эту карту. Вот я вам ближе покажу. Во-первых, маг — это, конечно, персона. Человек, можно назвать человеком его, хотя скорее это персонаж, это личность. И вот эта карта может быть для вас портретом мужчины, нового или того, который есть уже. Но в любом случае это мужчина вашего июня, как знаете, парень месяца. Вот. Как характеристика личности, карта маг очень хорошая. Кстати, у меня есть несколько видео, к сожалению, не все, но несколько в плейлисте «Карта рождения». И вот про магов, про людей-магов я там очень хорошо рассказываю. По-моему, я маг. Не помню. И как портрет вашего мужчины, карта маг говорит, он волшебник. Все, этого достаточно, да? Волшебник – это человек с возможностями, почти что всесильный. Это кто-то, кто может, вот, где она, вытащить вот эту вот волшебную палочку и прямо вот так вот поколдовать и исправить или начать ваши отношения, сделать счастливой вашу жизнь, воплотить все ваши желания о шубах и бриллиантах просто на раз, понимаете, да, и островах, возможно, не знаю, о чем вы мечтаете, я это все о своем, вот, и понимаете, да, то есть маг – это человек, который, неважно, какой он сам, неважно, кем он работает, какого он роста, какой он там, не знаю, национальности и вероисповедания, да? Маг, он по отношению к вам, к вашей жизни, человек, который вот несет в вашу жизнь волшебство. Кроме того, маг – это очень активный человек, очень активный. То есть карта описывает настойчивого мужчину, которому вы не должны звонить сами, которого вы не должны искать и догонять, да? А который сам вас разыщет, найдет, все предложит, украдет, в конце концов, выкрадет на коне, завернет в ковер, понимаете, мне кажется, многие мечтают, да, вот, о таком. А кроме того, вообще карта маг, если это даже не портрет, то она описывает такую особую магическую, именно волшебную энергетику. Мы привыкли, что атмосфера волшебства бывает на Рождество, да, вот, витает, но это не обязательно. К вам, к тельцам, вот это волшебство любви, чувств, переживаний, страсти придет в разгар лета, в июне. Мне кажется, это даже уместнее. Вот, чудесные карты. И они обе, конечно, вот вместе, и смерть вместе с магом, обещают очень серьезные перемены в личной жизни, внезапные и какие-то срочные для вас, потому что вам нужно будет их быстро оценить и быстро согласиться. Ну или отказаться, потому что вы сами смотрите. И третья карта про любовь.
Тельцам расскажет. Новое знакомство, мне кажется, прямо череда новых знакомств вас ждет. Надолго. Хотел сказать навсегда, но это какое-то уж слишком обязывающее слово. Надолго. Давайте на этом ограничим. Так, ого! Пятерка пентаклей. Это очень карта плохая для денег, но она же не на деньги нам выпала, да? Она очень хорошая для любви. А первое что? Она обещает возвращение. Возвращение человека, возвращение чувства, возвращение какой-то любовной истории. Представляете? Пятерка пентаклей вообще описывает всегда пару людей, которые очень друг другу нужны, которые друг без друга не могут обойтись, которые ну, буквально воплощают друг для друга саму жизнь. Это единое целое. И такие люди, если даже расстаются на время, то очень быстро себя ощущают без партнера, как птица без крыла. Знаете, в какой-то песне поется, что я без тебя, типа как птица без крыла, вот что-то такое, понимаете? Вот, то есть, по сути, пятерка пентаклей описывает двух людей, да, пару двух людей, которые вместе единое целое, а по отдельности их нет. По отдельности они не могут существовать, потому что они слишком плотью и кровью друг друга проросли. И по пятерке именно пентаклей происходит возвращение любви и какого-то человека. Поэтому тельцы могут рассчитывать вот на то, что какой-то мужчина, женщины-тельцы могут рассчитывать на то, что какой-то мужчина по-волшебному, настойчиво, очень срочно, эгоистично в каком-то смысле вернется и потребует внимания, которое он прежде недополучил, да? И так захочешь теплоты, не полюбившейся когда-то. Я сыплю песнями все время, мне же простите, но такое романтическое, может быть, у меня настроение, потому что майская гроза за окном. Вот, понимаете, да? Это первое, что просматривается. Неожиданное роковое возвращение бывшего. Новое знакомство, естественно, очень возможно. Точно так же мужчина настойчив и точно так же очень вам нужен. Вот пока его не было рядом, вы, может, и не понимали, и обходились как-то сами. Но когда он появляется, вы прозреваете, понимаете, что ваша жизнь до этого, без него, была неполной, вам очень-очень многого не хватало. А тут человек, как, знаете, заполняет вашу жизнь какими-то как недостающие пазлы, вот приносит, вот, и вы тогда только видите, что а как я без него жила-то, я, оказывается, и хромала, и жизнь моя хромала, да, без этого. Вот, и для, в общем-то, любой длящейся тоже любовной истории эти карты очень-очень хороши, потому что именно по ним люди ощущают удивительную нужность. И еще пятерка пентаклей – это карта доверия. Тоже хорошие новости, если вы сейчас в ссоре, в разлуке из-за недоверия. Это же тоже очень часто подтачивает отношения. Вот. А здесь приходит, знаете, такое вот полное доверие из категории «все, что мое, твое». Вот. Прекрасно. То есть и тема любви нас не подвела. Но, думаете, это конец? Нет. Это еще не конец. Еще дом. Постараюсь коротенько. Дом, домашние дела, дом, семья, квартира, недвижимость, быт, хозяйство. Что здесь? Тоже важно. Боюсь, я, видите, трясусь. Раз. Угу. Шестерка кубков, неплохо, неплохо. Очень такая уютная семейная карта, ностальгическая. Приход или возвращение каких-то чувств, отступивших или забытых дома. Часто с этой картой приезжают родственники, которых долго вы не видели. Появляется возможность собраться с близкими людьми, со своей семьей.
у камина на даче наконец-то посидеть. Шестерка кубков – это карта какого-то очень-очень интимного, родственного взаимопонимания. Здесь она исключает ссоры, она исключает ну, какую-то пустоту, что ли, семейного общения. Да? Вот часто, знаете, сравнивают энергетику вот шестерки кубков с приездом к бабушке. Вот помните в детстве, когда мы приезжаем от родителей к бабушке, и вот какой-то особый уют, какое-то особое такое ностальгическое, буквально щемящее чувство дома появляется, понимание, какого-то уюта. Карта обещает очень хорошие отношения дома с родственником в семье и встречи, буквально встречи. Ну вот хотя бы с той же бабушкой, да, вы поехали к бабушке, увидели бабушку. Я это очень хорошо помню. Я сама вот эти ощущения очень хорошо помню. Еще одна карта на дом. Опять так боюсь прямо испортить все. 2. Почему перевернулся? Просто колоду держу неправильно. Бабушка выпадает. Представляете? Только я вам рассказала про бабушку. Бабушка, старшая родственница. Бабушка, мама, тетя, двоюродная бабушка, старшая сестра. Какая-то женщина, которая старше вас, очень мудрая и понимающая. Здесь вам выпадает. То есть дома, в кругу семьи, ну или вообще вот каких-то родственных, там, своих переживаниях вы встретите поддержку, понимание какой-то очень-очень мудрой женщины. Возможно, эта женщина к вам приедет, нанесет визит, и будете страшно рады, будете с ней сидеть у того же камина на даче. Ну и, конечно, карта советует тельцам обращать внимание на интересы вот этой старшей родственницы. Она важна, эта женщина становится центральной фигурой в ваших домашних семейных делах. Но интересно, что вот этой вот жрицей, старшей женщины, можете быть и вы. Да? Если старше вас никого нету, тогда карта описывает какое-то очень осознанное исполнение, например, материнского долга. И тогда уже вы, как бабушка, да, или как мама дома, встречаете детей в гости, уже выросшие дети с учебы или там откуда-то приезжают к вам, и вы их вот почуете домашними пирожками. И третья карта, ну что ж, тоже очень даже неплохая, я рада. Это тройка пентаклей, карта быта, она именно так и называется. Вообще она называется работа, ну то есть отчасти она описывает и работу домашнюю по дому, но не тяжелую, не обременительную. Карта говорит, что дома вот у вас, будь то ремонт или там что, копание огорода, все будет очень спориться, понимаете? Даже тройка пентаклей может описывать и лепку в промышленных масштабах тех же пирожков для внуков, понимаете? Когда вот ну, вы знаете, пирожки, если начинаешь, то это кастрюлями только получается. Вот. И она описывает такую очень простую и в своей простоте радостную семейную домашнюю жизнь. Никаких потрясений, никаких ссор, никаких внезапных, ну знаете, переездов или ремонтов. Домашняя жизнь будет прекрасная, она будет в комплекте, и она принесет покой душе. Душе покой принесет. Вот так. Но все очень хорошо. Ни в коем случае портить мы это не будем. Но давайте все-таки вытащим откуда-то, ну вот, например, из колоды, из какой-нибудь, такой маленькую какую-нибудь надо. Какие-то такие карты, которые не.
А, ладно. Вот еще такой вот набор есть небольшой карт. Здесь только старшие арканы. Давайте совет. Вот чтобы это все в полной мере воплотилось у тельцов в июне. Давайте советы вытащим. Как себя вести, чего избегать или к чему стремиться. Поведенческая модель должна быть у нас какая-то, да? Это будет наш план. Здесь только старшие арканы в этой колоде. Такие маленькие, как бы, как детские, игрушечные, что ли, карты. Ох, карта мир выпадает. 21 аркан Тельцу. Гармония, 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 еще раз гармония. Стремитесь к гармонии. То есть не стремитесь, а буквально настраивайте себя на абсолютную гармонию каждый день. Мне кажется, что это такой совет непрошенный, не хотите, не пользуйтесь. Вот для меня, например, я заметила, что для гармоничного состояния души очень важно гармонично выглядеть. То есть если я выбрала утром время достаточно, чтобы привести в порядок так себя, потом вначале дом, то есть как-то относительно убрать, потом уже как-то вот себя привести в определенную гармонию, то и события дня тоже очень последовательно, спокойно и ладненько складываются. Поэтому я думаю, что карта мир здесь, видите, свет. Но это мир, просто это на болгарском языке подписано. Вот. То, что для нас свет это другое, да, что-то. Свет это вот свет от софтбокса на меня светит. А это по их мир. Типа земной шар, как Вселенная. Вот. И гармония. Начинать утро с зарядки и медитации. Настраивать себя каждое утро на какой-то абсолютный покой, может быть, на принятие, безусловное принятие разных жизненных ситуаций. Карта советует себя и советует ощущать себя частью космоса, частью Вселенной, то есть осознавать, с одной стороны, ничтожность нашего бытия, в масштабах Вселенной. Представляете, какие мы? Меньше, чем песчинки. Вот. А с другой стороны, помнить о том, что каждый человек – это Вселенная, и вы тоже, и любой, кто оказывается рядом. Видите, на такой счастливый и, в общем, философский лад я сегодня настраиваю тельцов. Я очень рада, что вам выпали такие хорошие карты. И увидимся.